Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Сегодня я для вас сделаю расклад на 4 королей, кто вы для него. И как обычно, выбирайте короля либо интуитивно, либо по стихиям. И я начну с преддиагностики, и, конечно, вы сможете сразу выбрать того или иного короля. Вы можете загадывать прямо на 4 королей, ну, у кого как. У кого какая история. Ну что ж, давайте посмотрим, кто вы для него. Возможно, даже преддиагностика нам где-то подсказку даст. Ну что ж, здесь карта очень хорошая выходит. Это король водной стихии, король чаш, король любви. У него, конечно же, есть любовь. Любовь к вам. И это любовь, о которой он думает так, что вы его покорили. Вы для него выше всего, что, ну, как говорится, такое, что выше материального любого. Вот вы для него тот свет и та любовь, которая в его сердце. Вот даже вот из этих карт это видно. Ну, мы посмотрим дальше. Так, что здесь еще? Следующий король у нас король жезловый, и у него сейчас бессилие какое-то. Какие-то перемены, или может быть с детьми связано, или может быть известие какое-то пришло, и он без сил, он не знает где-то, что делать, он разбит, он сейчас в разбитом состоянии. Следующий король – это король пентаклевой масти. Он сейчас думает о том, как заработать деньги, где ему будет выгодней, да? Может быть, выгоду какую-то ищет. Он сейчас строит какие-то планы. Король мечей находится тоже, он любит. У него взаимная любовь, это король воздушной стихии. У него взаимная любовь, и для него это большая ценность. То есть он считает, что есть у него любовь. Ну и, может быть, даже ладно, да? Но мы посмотрим в раскладе. Он хочет сказать вам, что вы его вторая половина. Это в его душе. Итак, что нам расскажет король чаш? Так, ну мне, конечно, не так надо. Давайте вот, пускай он здесь будет, а я буду расклад делать чуть пониже. Итак, кто вы для него? Кто вы для короля чаш? Здесь есть определенные, конечно, моменты. И да, конечно, он вас считает, возможно, младше, чем себя, да, то есть он как бы считает себя более таким взрослым и мудрым, более сведущим в чем-то он себя считает. Но, тем не менее, для него вы, ну, как вы ему принесли перемены какие-то в любви. И у него определенные ценности теперь сложились. Да? Он теперь понимает, что такое любовь. И эта любовь его почему-то вот ему не силы дает, а бессилие. Бессилие что-то сделать. У него может быть, у вас может быть сейчас в отношениях какие-то проблемы. Поэтому есть вы у него в душе, да, то есть он вас видит как человека, которому он хотел бы идти, да, есть такой момент. Но здесь могут быть проблемы. Эти проблемы могут быть также связаны с какими-то ситуациями, которые этот мужчина, ну, создал, или вы создали. Ситуации, касающиеся преданности где-то, да.
И, ну, он вообще думает, что вы от него закрылись, вы не хотите ничего делать в его сторону. Вот такой момент тоже может быть. Давайте посмотрим еще. Что еще карта нам расскажет? Здесь прям, вот знаете, проблемы какие-то в отношениях выходят. Он ждет какой-то возможность, он думает о том, что где-то несправедливо с вами поступил. Он очень переживает по поводу того, что произошло в ваших отношениях, и ну, наблюдает за вами. Где-то за вами, возможно, подсматривает. Но поступил, как он поступил с вами, это здесь вот выходит такая ситуация. Да? Для него вы тот человек, перед кем он хотел бы извиниться, попросить у вас прощения. Вот. Но что-то он будет делать или что? Я хочу посмотреть. И вот эта карта из преддиагностики, она показалась. Он будет идти к новому шансу в этой любви. В любом случае он будет к этому идти. Вот его желание, да, чтобы ваши отношения опять где-то возобновились, восстановились, его желание такое. Он себя обвиняет. Он себя обвиняет, он за то, что его ценности, то, как он поступил, не соответствует его ценностям. На самом деле то, что он не такой человек, как себя проявил в отношениях с вами. И он хочет нового шанса, он хочет возобновления, он хочет, чтобы вот эта любовь к вам и с вами его исцелила, да, вот. Здесь могут быть отдаления между вами, конечно. Такой вот момент. Поэтому кто вы для него, вот сплошные страдания. Да? Он мучается из-за вас. Ну, это на данный момент, конечно. Давайте посмотрим другого короля. И следующий король огненной стихии. Кто вы для него? Для этого короля. Интересно. Вы для него такой человек, который, ну, очень достаточно сильный, который может изменить, ну, который, во-первых, человек действия, во-вторых, человек, который, ну, даже вот такой где-то обладает мужской силой. Да? В каждом человеке есть женское и мужское. Вот у вас как будто он видит и немножко где-то преобладает именно мужское. И, ну, на самом деле он хотел бы с вами, может быть, где-то отдохнуть. А также он видит вас, вот мне пришло сейчас слово, это борца. То есть вы умеете бороться. Вот такой вот момент. Давайте дальше посмотрим. Он думает о том, что если вы, вот, например, где-то далеко друг от друга, да, сейчас, или между вами отдаление какое-то, он хотел бы в этом перемен. Он хотел бы взять вас и уплыть далеко в новые горизонты. Он, в принципе, хотел бы за вас ответственность взять, да. То есть он как бы вот мечтает о чем-то положительном, о любви.
Он мечтает о том, чтобы оставить все прошлое позади и отправиться к новым горизонтам. И неважно, будет ли это тяжело, но он готов взять и пойти в ну, как бы не то, что в новом направлении, а пойти по направлению к своей любви, несмотря на те препятствия, которые есть. Ну, так скажу. Ну, давайте посмотрим, к чему он будет идти. Он будет идти к любви взаимной, да. Но здесь есть переживания какие-то и проблемы. Он чего-то боится. Он боится, что вы, именно вы, его можете где-то даже отсечь, потому что вас вот эта вот сила, преобладание силы, да, преобладание вот этого могущества или мужской какой-то энергетики, что вы можете просто его где-то отрубить, бросить, да, и он этого боится. Он боится, что не справится с этой любовью, хотя видит вас, свою вторую половину, но он боится. Он боится. Здесь я, конечно, не вижу каких-то там других женщин, нет. Здесь я могу, конечно, думать о наличии еще какого-то мужчины в вашей жизни, но это не обязательно, потому что расклад общий, я вот говорю только некоторые моменты. Вот. У него есть страхи по поводу вашей любви. Вот так вот я скажу. Давайте дальше посмотрим. И если есть такие страхи, я всегда советую разговаривать друг с другом, и тогда вы, возможно, все решите. Любые вопросы можно решить, если поговорить друг с другом по душам. Самое главное, не утаивать себе ничего, и все можно решить. Итак, кто вы для этого короля, для короля Пентаклей? Ух, какая женщина-загадка, женщина-загадка. Женщина, которая владеет какими-то тайнами. Может быть, даже вы для него женщина, которую он скрывает от всех, да? Да, здесь карты мне показывают о том, что, возможно, вы обладаете какими-то знаниями эзотерическими, или что-то у вас такое магическое есть, которое его притягивает. Вы для него такой человек и в то же время рыцарь любви. То есть он вас видит, такую женщину, как рыцаря любви. Может быть, вам до 40 лет где-то. Ну, такой вот возраст, и от 20 до 40, может быть, да, такой вот момент. То есть, но, тем не менее, он считает, что вы такая в самом рассвете своих сил, да. Ну, давайте дальше посмотрим. Смотрите, да, и здесь карта Верховной Жрицы вышла. Я не зря сказала о том, что вы, скорее всего, чем-то обладаете, да, потому что здесь карты мне это показывают. Обладаете какими-то знаниями, какими-то талантами и дарами от высших сил. Здесь он думает, что вы настолько человек, у которого, ну, как бы не то, что все есть, и ему и так хорошо, да, а то, что вы такая, ну, гармоничная женщина. Может быть, он даже вас где-то побаивается. Ну, здесь нет таких карт, это просто вот, я не знаю это слово, как подобрать, но он вас видит, и все, у него дар речи теряется, потому что вы владеете вот этой магией над ним. Ну и давайте посмотрим. Дальше.
Он будет идти к любви, конечно же. Он будет идти к любви, он будет добиваться этой любви к женщине, которая имеет страсть. Это может быть и вы, может быть вы огненной стихии, это не обязательно, конечно, но он будет хотеть любви, он будет хотеть серьезных отношений с вами и будет к этому идти на самом деле. А вы завладели его полностью сердцем и сознанием, да, так скажем, вот не так тут идет. Давайте посмотрим дальше. Следующий король — это король мечей. Я хочу спросить, кто вы для него? Да, что-то тут все как-то очень тяжело, да, тяжело идет в картах. Здесь карты показывают о разрушении. Может быть, вы ему что-то разрушили его сердце, конечно, здесь карты нет, но разрушены отношения, или, может быть, вы разрушитель, да, он так вот. Человек, который не понимает, что делает где-то, вот так вот идет. Но, тем не менее, человек, у которого, в принципе, все неплохо в финансовом плане, может, это связано с родственниками тоже. То есть здесь как бы зависимость где-то от денег, которая, вот он считает, разрушает отношения. Вот так вот видит. Он может воздерживаться будет от страсти, он, может быть, думает об этом, да, что нужно воздержаться, нужно подумать хорошенько о том, куда ему идти, что ему делать. Ну и он хочет как стать императором, да, он хочет стать императором, и если было какое-то отдаление между вами, он хочет это изменить. Он хочет резко появиться в вашей жизни, возможно, и взять все в свои руки. Но, тем не менее, здесь есть то, что где-то есть проблемы, касающиеся материального момента. Ну, давайте посмотрим еще. Карты неплохие, и человек будет готов идти по направлению к своей любви, к тому, что ему дорого, к его страсти. Ну, конечно, это вы, потому что здесь никто иной не выходит и говорит все мысли его и рассуждения сейчас только о вас, потому что и вопрос мы задаем о вас. Он готов изменить ситуацию, он готов взять на себя ответственность. Если где-то далеко вы друг от друга, он готов приехать. То есть этот человек, в принципе, готов к действиям. Но для него вначале нужно определиться все-таки. У него есть немножко, то есть немножко какие-то сомнения. Давайте я возьму еще одну карту, чтобы эти сомнения, возможно, убрать. Ага, но здесь сомнение может быть касаться вещей, ну, как сказать, у некоторых может быть касаться свадьбы, у некоторых может касаться того, что ему нужно обратиться за какой-то поддержкой, или может быть касаться семьи. То есть, чтобы сделать какие-то вещи, для этого мужчины необходимо разрешить какие-то вопросы именно у себя. Потому что у него сейчас есть развилка, у него сейчас есть два пути. И ему нужно принять какой-то выбор. Вот когда он примет какой-то выбор, тогда, конечно, он и будет действовать. Ну а пока для него вы тот момент, о котором ему очень тяжело
вспоминать, потому что между вами были какие-то разрушения, и он не знал, ну, он не знает, что делать. Вот где-то так. То есть он о вас вспоминает, и ему очень тяжело, его терзают эти мысли. И чувства у него, конечно, когда все разрушилось. Ну, конечно, теперь нужно что-то собирать. И для этого нужно ему принять решение. Вот такие расклады. Ставьте лайки, приходите на мой канал еще, подписывайтесь, пишите комментарии. И всего вам доброго, до новых встреч, до свидания.